Меня зовут Сергей Иванович. Много лет я занимаюсь изучением процессов, которые происходят в сосудах человека. Тихо, незаметно, но часто смертельно опасно. Мы рады приветствовать вас на канале «Доктор Здоровья». Сегодняшняя тема касается каждого, даже если вы уверены, что с вами все в порядке. Тромбы и сосудистые бляшки не возникают внезапно. Они копятся годами, пока однажды не становятся причиной инфаркта или инсульта. В этом видео я расскажу, что действительно важно делать, чтобы снизить риски, и почему самые простые действия пугают эти процессы сильнее дорогих препаратов. Обязательно досмотрите до конца. В финале будет метод, который многие недооценивают. И сразу прошу, если тема вам откликается, поддержите канал лайком и подпишитесь. Это помогает таким видео доходить до тех, кому они могут быть полезны. Когда мы говорим «тромб» или «бляшка», большинство представляют что-то абстрактное, но на самом деле это результат густой крови, хронического воспаления и застоя. Сосуд как река. Если вода течет медленно и загрязнена, появляются отложения. Первое, что я всегда подчеркиваю, никакие народные средства не работают в одиночку. Они усиливают эффект правильных привычек. Например, обычная вода. Да, все начинается с нее. Утром стакан теплой воды, 250-300 мл, маленькими глотками. Это запускает разжижение крови после ночи. Казалось бы, мелочь, но именно такие мелочи создают среду, в которой тромбам некомфортно. В этом моменте многие впервые задумываются и... Поставьте лайк прямо сейчас, если хотите продолжение этой темы. Теперь о народных средствах, которые традиционно используют для поддержки сосудов. Один из самых обсуждаемых – чеснок. Я не призываю есть его килограммами. Классический мягкий вариант. Один зубчик чеснока, мелко измельченный, залить 100 мл теплой воды, настоять 10 минут. Принимать один раз в день после еды, курсами по 10 дней с перерывом. Это не чистка, а поддержка естественных процессов текучести крови. Важно, людям с заболеваниями желудка осторожно. Здесь нет магии, но есть физиология. И дальше я расскажу, почему движение усиливает эффект в разы. Именно тут начинается настоящая интрига. Сидячий образ жизни – лучший друг тромбов и худший враг сосудов. Я всегда говорю, кровь любит движение, но не любит перегрузки. Простое упражнение, доступное каждому – перекаты с пятки на носок. Стоя, держась за опору, медленно поднимайтесь на носки, затем опускайтесь. 30-40 повторений 2-3 раза в день. Это упражнение называют вторым сердцем для ног. Оно помогает венозному возврату. Без боли, без спешки. Именно такие движения создают поток, который мешает застою. Если вы чувствуете, что тема вам полезна, подпишитесь на канал. Дальше будет еще важнее. Есть еще один простой, но часто игнорируемый момент – дыхание. Поверхностное дыхание усиливает кислородное голодание тканей. Попробуйте. Медленный вдох через нос на 4 счета, затем выдох через рот на 6-7 счетов. 5 минут вечером. Это снижает спазм сосудов и косвенно влияет на вязкость крови. Народная практика, подтвержденная физиологией. И именно сейчас большинство зрителей начинает понимать, борьба с тромбами – это не один секретный рецепт, а система. Дальше я расскажу о сочетаниях продуктов, травах и ритмах дня, которые создают эффект накопления. Не переключайтесь. Когда речь заходит о сосудах, многие сразу ищут, чтобы такое выпить. Но я всегда подчеркиваю, еда – это тоже лекарство, если понимать, как и когда ее использовать. Один из самых простых народных вариантов – овсяный отвар. Не каша, а именно отвар. 2 столовые ложки цельного овса промыть, залить 500 мл воды, варить на медленном огне 15 минут, настоять еще 30. Принимать по 100 мл 2 раза в день, за 20 минут до еды, курсом 14 дней. Этот отвар мягко поддерживает обмен липидов, снижая условия для формирования бляшек. Эффект не мгновенный, но именно в этом его сила. И дальше я объясню, почему резкие методы часто дают обратный результат. Одна из главных ошибок – попытка резко разогнать кровь.
Организм этого не любит. Резкие вмешательства вызывают компенсаторные реакции. Сосуды спазмируются, давление скачет, а риск только растет. Поэтому в народной практике всегда ценились мягкие, регулярные воздействия. Например, контраст для ног. Теплая вода 2 минуты, прохладная 30 секунд, 3-4 цикла вечером. Это тренирует сосудистую стенку, улучшает тонус вен, без фанатизма, без ледяной воды. Именно такие вещи врачи редко объясняют подробно, а зря. Если вы хотите, чтобы такие темы выходили чаще, напомню, подписка и лайк – лучший сигнал для канала. Теперь о травах, о которых спрашивают чаще всего. Клевер луговой традиционно применяют для поддержки сосудов. Рецепт простой. 1 чайная ложка сухих цветков на 200 мл кипятка. Настоять 20 минут. Принимать по 1/3 стакана 2 раза в день после еды, курсом до 3 недель. Это не замена терапии, а дополнение к образу жизни. Важно делать перерывы. Травы работают не ударом, а фоном. И именно фоновая поддержка со временем меняет внутреннюю среду, ту самую, в которой тромбы чувствуют себя все менее уверенно. Отдельно скажу о том, о чем почти не говорят – ритм дня. Поздние приемы пищи, ночные перекусы, хронический недосып сгущают кровь сильнее любых продуктов. Минимальное правило – последний прием еды за 3 часа до сна. Сон не менее 7 часов. Кажется банальным, но статистика сосудистых катастроф у людей с нарушенным сном говорит сама за себя. В этот момент многие понимают, проблема не в одном органе, а во всей системе. И дальше я покажу простую утреннюю связку действий, которая задает правильный тон всему дню. Утро – ключевой момент. После сна кровь наиболее густая, поэтому последовательность важна. Вода, дыхание, легкое движение. 5 минут спокойной ходьбы по комнате, вращение стоп, мягкие наклоны. Никаких резких рывков. Затем завтрак с жирами растительного происхождения, чайная ложка льняного или оливкового масла. Это создает условия, при которых сосудистая стенка получает питание, а кровь – текучесть. Именно такие утренние привычки со временем меняют прогноз. Дальше я расскажу о сочетаниях, которых стоит избегать, и о простой ошибке, которая сводит все усилия на нет. Это особенно важно. Есть сочетания, которые многие считают полезными, но именно они незаметно работают против сосудов. Самое распространенное – жирная пища поздно вечером, особенно вместе с сладким. В этот момент печень и сосуды получают двойную нагрузку, а кровь становится более вязкой. Я всегда говорю, не только что вы едите, но и когда. Даже полезные продукты, принятые не вовремя, могут создавать условия для отложений. Осознание этого – переломный момент. Многие зрители именно здесь понимают, почему вроде все делаю правильно, а результата нет. И если вы сейчас узнали себя, поддержите видео лайком, это важно. Теперь о еще одном народном средстве, которое используют поколениями – настой шиповника. Он не чистит сосуды, как любят говорить, но поддерживает эластичность сосудистой стенки. Рецепт. 1 столовая ложка сухих плодов на 500 мл кипятка. Настоять в термосе 6-8 часов. Принимать по 100-150 мл 1-2 раза в день после еды. Курс 2 недели, затем перерыв. Важно не добавлять сахар. Эффект проявляется не сразу, но именно накопление дает результат. И дальше я расскажу, почему терпение в этой теме – ключевой фактор. Многие бросают на середине, не потому что метод не работает, а потому что ждут быстрых ощущений. Сосуды не болят, и в этом их коварство. Изменения идут медленно и тихо, поэтому я всегда советую фиксировать не симптомы, а привычки. Пьете ли вы воду утром, двигаетесь ли каждые 1-2 часа, ложитесь ли спать вовремя. Именно эти маркеры говорят о том, в какую сторону движется ситуация. В этот момент становится ясно, тромбы и бляшки боятся не одного средства, а дисциплины. И это звучит не так громко, но работает надежнее всего. Отдельно скажу о стрессе. Хроническое напряжение вызывает спазм сосудов, нарушает микроциркуляцию и усиливает воспалительные реакции. Народная практика здесь проста.
Вечернее замедление. Теплый чай из ромашки или мелиссы. 1 чайная ложка на 200 мл воды за 40 минут до сна. Без экрана, без новостей. Это не пустяк, а сигнал нервной системе, что можно расслабиться. А расслабленные сосуды менее склонны к проблемам. Именно здесь многие недооценивают влияние психоэмоционального фона. И вот сейчас мы подходим к самому важному. Все, о чем я говорю, работает только вместе. Нельзя выбрать один пункт и игнорировать остальные. Вода без движения малоэффективна. Травы без режима почти бесполезно. Упражнения без сна дают кратковременный эффект. Это система. И именно системность – главный страх для процессов, ведущих к тромбам и бляшкам. В финале я подведу итог и дам простую схему, с которой стоит начать уже завтра. И если вы досмотрели до этого момента, обязательно напишите комментарий. Это помогает понять, какие темы вам действительно важны. Я обещал простую схему, и сейчас дам ее без усложнений. Утро. Стакан теплой воды, спокойное дыхание 5 минут, мягкое движение для ног. День. Регулярные приемы пищи без переедания, движение каждые 1-2 часа, достаточное питье. Вечер. Легкий ужин, замедление, сон. В эту схему аккуратно вписываются народные средства, курсами без фанатизма. Именно такая последовательность создает среду, в которой сосуды начинают работать иначе, не сразу, но стабильно. И это то, чего боятся тромбы больше всего – устойчивых изменений. Важно сказать честно, универсального рецепта не существует. Возраст, образ жизни, нагрузка – все имеет значение. Но есть принципы, которые работают почти всегда. Текучесть крови, эластичность сосудов, отсутствие застоя. Когда вы поддерживаете эти 3 направления, риск снижается. И чем раньше начать, тем лучше прогноз. Именно поэтому я делюсь этой информацией здесь, в открытом доступе. Если вы считаете такие видео полезными, поддержите канал подпиской. Так мы сможем продолжать говорить о действительно важном. Я часто получаю вопросы, а что самое главное? И каждый раз отвечаю одинаково – регулярность. Не неделя, не месяц, а образ жизни. Народная медицина всегда строилась на наблюдениях за природой и ритмами тела. И в этом ее сила. Современный человек часто хочет быстрый результат, но сосуды живут по другим законам. Понимание этого меняет отношение к собственному здоровью. Напишите в комментариях, что из этого видео вы готовы внедрить первым. Мне важно видеть вашу обратную связь. Если подвести итог одним предложением, тромбы и бляшки боятся не чудо-средства, а простоты, повторяемой каждый день. Вода, движение, сон, умеренность, внимание к себе. Это звучит не сенсационно, но именно так формируется долгосрочная защита. И если вы досмотрели до этого момента, вы уже сделали шаг в сторону осознанности. Поддержите это видео лайком и поделитесь им с теми, кому эта информация может быть полезна. Благодарю вас за просмотр и за время, которое вы уделили своему здоровью. С вами был канал «Доктор Здоровья». Меня зовут Сергей Иванович. Если хотите и дальше разбираться в сложных темах простым языком, обязательно подпишитесь на канал, нажмите колокольчик и оставьте комментарий. Делитесь этим видео с близкими. Иногда именно такая информация приходит вовремя. До новых встреч и будьте здоровы!